Всем приветик! А кто у нас такой милый приехал в гости? С кем мы проведем выходные? С Аляской, да, Зая? Не знаю, кто больше рад, что мы встретились, Аляска или я. Она когда зашла, она была такая радостная, стала так прыгать вообще. Всем приветик! Сегодня у нас солнечная погода, мороз, и мы приехали на озеро погулять. На этих выходных мы в няньках с собачкой Аляской. Чувствуем себя ответственными хозяевами. Первый раз возили Аляску в нашей машине. Она себя так хорошо вела, такая хорошая, умная девочка. Уже знала, что нужно просто сесть и ехать. Ни одного звука не издала. Вообще красотка. Сегодня все гуляют только по озеру. Ты заметил? Да. Никто по суше не ходит. Тут на лыжах катаются, на санках. Я вот тоже первый раз на озере хожу пешком. Всем приветик! Сегодня мы приехали на озеро Туусова. Приехали отмечать День Святого Валентина в очень необычное место. Открываем для себя новое времяпрепровождение. На этом озере застыл лед, и мы приехали сюда кататься на коньках. Мы уже проехали половину озера, и поэтому следует перекус.
Озеро находится не так далеко от Хельсинки, 26 примерно километров, и здесь так много народу сегодня. Это просто... По финским меркам здесь день города. Нам повезло с погодой сегодня. Такое солнце, такое голубое небо. Чем еще запомнился февраль? В этом месяце мы целых 2 раза праздновали дни рождения. У Дани и у Регины. Поздравляю тебя! Все задулось, как хорошо. Нет, все это... Также не могу не отметить тот факт, что в этом месяце была зимняя Олимпиада. Я увлекаюсь фигурным катанием уже 6-й год, поэтому для меня это было очень значимое событие. Я буквально 2 недели жила этой Олимпиадой. Я смотрела почти все соревнования, особенно личные соревнования, где выступали Петр Гуменник и Аделя Петросян. Болела за них, переживала. В общем, фигурное катание — это тот еще сериал. Ты не ожидаешь, какие эмоции будешь чувствовать в следующую минуту. Мы, конечно, все были в шоке с Севой от финала фигурного катания в мужском одиночном, когда пьедестал был абсолютно непредсказуем. И также мы болели за Аделю Петросян, но здесь уже было поспокойнее, потому что я уже немного предвидела, что нас ждет, поэтому просто наслаждалась фигурным катанием. Я активно следила за Олимпиадой в течение 2 недель. Когда она закончилась, стало даже как-то грустно, пусто и непонятно, что теперь смотреть. Петр Гуменник, конечно, покорил все наши сердца. Просто вот мы с Севой болельщики номер 1 его. Что еще интересного? Я листала одну социальную сеть, и мне попалась реклама со студией танцев. Студия танцев находится не так далеко, как моя студия, в которую я хожу сейчас. И я на нее подписалась, чтобы так посмотреть, понаблюдать, что как, может быть, сходить на пробное занятие. Потому что сейчас я хожу раз в неделю на танцы, но мне хочется вести 2-й раз. 1 раза, я чувствую, мне мало. И я хотела вот как раз протестировать эту студию. И что вы думаете? В один из дней Маша присылает мне пост о том, что на этой неделе в этой студии открытые занятия. Можно прийти, попробовать любое направление абсолютно бесплатно. Ну и, конечно же, я подумала, что это знак, и точно нужно идти пробовать. Я записалась на хип-хоп и на латину. На хип-хоп я ходила 1 раз в жизни, в 16 лет, но тогда мне как-то не зашло. И вот сейчас я решила, раз бесплатно, то почему бы не попробовать? Но, конечно, самые большие ожидания у меня были от латины. На хип-хоп я сходила, мы сходили с Машей, ну, ничего, так нормально, но не мой вайбик, как бы. Мне спортивные танцы так себе, мне кажется, не очень подходят. А вот латина было очень интересно, и я надеюсь, что я буду ходить в эту студию на неделе, чтобы дополнить мой 2-й раз по латине. Ну, посмотрим. Но знаете, сам факт того, что я хотела сходить в эту студию, делать бесплатную неделю, все как будто бы для меня. А теперь предлагаю вам ознакомиться с нашим с Севой творчеством.
Сегодня у нас последний день зимы, температура плюсовая, снег очень хорошо липнет, поэтому мы все решили сделать Hello Kitty. Вот такая милашка у нас получилась. Мне кажется, очень даже неплохо. Всем приветик! Сейчас буду пробовать первый раз в жизни матчу. Да, очень необычно. Я не знаю, это не кофе, это чай. Что Ну, матч это чай вроде. да? Я ожидала, что будет хуже. Очень даже неплохо. У меня сегодня матча с кокосом. На кокосовом молоке, нет? Нет. Нет. Просто на обычном молоке. Вкусненько. Я боялась, что я закажу, мне не понравится. Придется пить. Но очень даже неплохо. Недавно я прочитала самую большую книгу в своей жизни. В ней 800 страниц, и она выглядит как какой-то кирпич. Я наконец-то спустя 8 месяцев дочитала Анну Каренину. Читала я эту книжку очень долго, настолько долго, что мне нельзя было уже ее продлевать, и мы ее записали на Севина имя, и я снова ее получила. Говорят, что эту книгу нужно читать в разном возрасте. Первый раз я ее прочитала в 25 лет. Возможно, когда-нибудь, лет через 20, я захочу ее перечитать снова и посмотреть на нее под новым углом. Но, говоря о своем впечатлении в 25 лет, это, наверное, была первая книга, главный герой которой мне не нравился. Обычно, когда у нас есть главный герой, ты хочешь ему как-то посочувствовать, ты к нему привязываешься, ты начинаешь вот ему сопереживать, беспокоиться за него, но я не знаю почему. Это была первая книга, когда я не ощущала никаких теплых, добрых привязанностей к Анне Карениной. Эта книга была написана 150 лет назад. Некоторые взгляды уже устарели. Но что меня поразило, это то, что есть несколько сцен, которые особенно актуальны в наше время, которые не изменились за 150 лет. И еще, что меня удивило в себе, это то, что после прочтения книги я сначала некоторое время подумала о том, что я прочитала, и составила свое впечатление о книге, а потом я захотела посмотреть разбор этого произведения. Если бы мне в школе сказали, что когда-нибудь после прочтения книги я сама захочу разобраться в нем, я бы себе не поверила.
Наверное, это говорит о том, что я читала вдумчиво. На самом деле, после окончания школы я читала только какую-то специализированную литературу, статьи, монографии, что-то еще, учебники по экономике и менеджменту. И из-за такого большого количества информации, которую нужно было читать каждую неделю, каждый день, у меня совершенно не было желания читать что-то для себя. Но сейчас обрела какую-то свободу, и я могу читать то, что мне хочется, и когда мне хочется. Не какому-то дню, не для чего-то, не для кого-то, а для себя. Подводя итог всему вышесказанному, наверное, главный показатель того, что мне эта книга понравилась и что она мне была интересна, это то, что я ее не забросила читать на протяжении 8 месяцев.